Мое почтение! Это канал про театр, и сегодня мы вам расскажем актуальные новости и советы по поступлению в театральный. Для поступления в театральный краеугольным камнем является прочтение стихотворения, басни и прозы. Подробнее про это мы делали на канале отдельные 3 выпуска, но в последнее время некоторые вузы просят принести не просто стихотворение, а конкретные его разновидности – классическое или современное. Представляем вам рецепт идеальной чтецкой программы. 2 басни, классика, Крылов или Лафонтен, современная, Маленко или Андрей Ургант. А почему нет? Удиви комиссию ежами и яками. 3 стихотворения минимум, а лучше 4-5. Стихов много не бывает. Классика, 19 век, золотой век русской поэзии, 20 век, серебряный век, что-то из второй половины 20 века, например, Евтушенко или Айтматов, и совсем современное. Если есть вопросы по современному, глянь список, например, на сайте школы-студии МХАТ. 2-3 прозаических отрывка из романа, повести или рассказа. При выборе прозы для актеров не обязательно брать отрывки с четкой драматургической структурой, завязка, кульминация, развязка. Важно здесь рассказать историю от своего имени, без попыток перевоплощения в персонажей. 1 монолог из пьесы. Лучше здесь не рисковать и взять проверенную классику, потому что с разными абсурдными пьесами могут возникнуть разночтения с комиссией. 2-3 разножанровые песни. Одна может быть романсом, а вторая чем-то более современным. Но главное, песня не должна требовать особых вокальных усилий, если, конечно, ты не в консерваторию поступаешь. А наоборот, должна тебя раскрепостить и дать свободу для игры. Может, это будет песня Орландина группы «Аукцион», в которой можно сыграть сразу 2 героев и немного покуражиться. Где, говорю, тебя я видел, да, мое имя Орландина. А может быть, ты придумаешь сам. What can I say except you're welcome? 1 танец, вот такой. Не надо. 1 танец или готовность импровизировать. Есть вероятность, что где-то включат музыку и скажут Танцуй! В танце главное показать, что вы дружите с ритмом. Именно для этого, кстати, они и существуют на вступительных. Если же вы хотите, чтобы мы помогли подобрать программу лично под вас, а также получить возможность ее обкатать перед профессиональным педагогом театрального заранее, подписывайтесь на наш Бусти. А если хотите поделиться своими радостями и невзгодами абитуриентско-студенческой жизни, подписывайтесь на наш бесплатный телеграм-чат. Ссылочка в закрепленном комменте и сейчас на экране. Не забываем, у каждого курса есть свой мастер-гуру со своими особенностями, от которого зависит твое поступление и дальнейшее обучение. Да, золотая 5 вузов – фраза уже не актуальная. Ведь существует ВШСИ, например, актера и режиссера Константина Райкина, или МШНК с мастерской под кураторством режиссера Юрия Муравицкого. Реально, ребят, посмотрите спекты с теми же выпускниками Райкина, там очень талантливые актеры. Инопланетян похитили другие инопланетяне, и те чувствуют себя не в своей тарелке. Пройдемся по особенностям этого года. В прозе и стихах не стоит играть других персонажей, если вас об этом не просят. Старайтесь читать программу как будто бы от своего имени. В первую очередь интересны вы, а не Хлестаков в вашем исполнении. Особенно это пойдет, если вы поступаете в ГИТИС к Каручекову. Вот я такая, вот я такой, я так думаю, мне вот это нравится, мне здесь кажется что-то важное. Вот в том отрыве, который вы выбрали, должно быть что-то важное для вас. Относитесь ко всему проще, не драматизируйте, будущие актеры. Будьте готовы, что ваш любимый стих, который вы проживали до потери пульса, попросят рассказать от лица Сталина. Или вообще проорать вашу прозу, обзывая комиссию каждым словом. Будьте готовы к экспериментам и охотно включайтесь в процесс. Иногда комиссия таким образом пытается вас раскрепостить, за заученным текстом увидеть вас и ваши эмоции. А иногда им просто скучно. Но если вы сможете зацепить их внимание и покуражиться вместе с ними, то следующий тур не заставит себя ждать. Ту программу, которую вы читали онлайн, не стоит повторять на рандеву с мастером. Он по-любому смотрел ваше видео и хочет чего-то новенького, свеженького. Готовьтесь к тому, что мастер может быть грубым, равнодушным или просто уставшим. Это не то, на что стоит обращать внимание. В театре таких зрителей полно. Ваша задача не тушеваться и быть собой. И небольшой лайфхак. Вот вы пришли на поступление и видите такой бука-мастер, значит, сидит, никого не хочет слушать. Что можно сделать? Можно просто сделать паузу.
перед своим выступлением, почувствовать атмосферу вокруг себя. Таким образом, вы нарушите вот этот темпоритм однообразного поступления и привлечете внимание к себе. И помните, ваше выступление начинается, когда уже вы заходите в зал с комиссией. Объявляйте себя четко и внятно. Они записывают, им нужно слышать. И обязательно берите в программу разные по настроению произведения. И веселые, и грустные. Тогда просьба прочитай-ка нам что-нибудь повеселее. Не застанет врасплох, и вы сможете показать весь спектр своих эмоций. Комиссии — это живые люди, и слушать весь день молодых страдальцев не каждый захочет. Живите здесь и сейчас, и помните, хуже никогда ты не поступил, а когда ты провел всю свою жизнь за нелюбимым делом. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш телеграм-чат и будьте счастливы. Занавес!